В Государственном департаменте США назначена новая заместительница его главы Бонни Дженкинс. Вполне себе афроамериканская дамочка, в духе времени, но дело, конечно, не в этом. Высокопоставленная чиновница Госдепа, как следует из официального сообщения, будет курировать вопросы контроля над вооружениями и международной безопасности. Как водится в Вашингтоне, Дженкинс, еще не приступив к выполнению возложенных на нее важнейших обязанностей, уже успела высказаться по поводу таковых в излюбленном ее коллегами Twitter. Сказано, вроде бы не так много, но впечатление при внимательном прочтении остается вполне конкретное, тревожное и гнетущее. Заместительница мистера Блинкена твердо убеждена в одном: стратегическая стабильность в этом мире должна быть достигнута исключительно за счет ограничения Россией и Китаем своих ядерных потенциалов. Только так и никак иначе. Соединенные Штаты, в свою очередь, ничего сокращать или уменьшать не должны. Напротив, им следует укреплять и усиливать свои позиции для сдерживания угроз, исходящих, как несложно догадаться, от упомянутых выше государств. Что же, попробуем разобраться, к чему в реальности может привести подобная политика, основанная как на традиционных для США двойных стандартах, так и на полном непонимании реальной обстановки в мире. Российский гиперзвук – зло, американский, благо, именно такую нехитрую идейку пытаются в последнее время преподнести миру наши заокеанские друзья, разглагольствуя на тему опасностей и рисков, которые якобы несут ему новейшие отечественные системы вооружений, и при этом убеждая всех в собственном миролюбии. Так, успешно прошедший 19 июля нынешнего года испытательный пуск ракеты 3М-22 «Циркон», осуществленный с борта фрегата ВМС России «Адмирал Горшков», наделал в Вашингтоне столько паники, словно бы она поразила с идеальной точностью не расположенную в 3,5 километров учебную цель, а лужайку перед Белым домом. Впрочем, ничего странного тут нет. Упомянутый выше боеприпас — это гиперзвуковая крылатая ракета, способная развивать скорость до 7 махов. Очередной мультик Путина, превратившийся для США в безжалостную реальность. По данному поводу в Пентагоне в тот же день состоялся весьма представительный брифинг, в процессе которого ответственный в этом ведомстве за связи с общественностью Джон Кирби не только продемонстрировал собравшимся кадры испытаний, уже не пытаясь при этом называть их постановкой или компьютерной графикой, а долго и обстоятельно рассказывал представителям СМИ о том, какую глубокую обеспокоенность вызывает российское гиперзвуковое оружие как в оборонном ведомстве США, так и во всей тамошней государственной администрации. При этом упор делался на то, что русские ракеты являются дестабилизирующими и опасными, поскольку являются потенциальными носителями ядерных боезарядов. Американский же гиперзвук — совсем другое дело, поскольку на свои аналогичные ракеты пентагоновские голуби мира ставить атомные боеголовки никогда и не подумают. При этом возникает вполне закономерный вопрос: до каких же пор в Соединенных Штатах будут продолжать держать, извините, за идиотов всех вокруг? Неужели мистер Кирби, самым честным видом, распинающийся о неядерном пути развития гиперзвука, который избрали США и их союзники, и впрямь думает, что ему кто-то поверит и воспримет его слова всерьез? Во-первых, ничего и близко подобного отечественным образцам американцы еще и близко не создали. Вот сделают, если сделают, тогда и будем говорить о том, может ли быть в их ракетах ядерная начинка или же нет. Во-вторых, современные военные технологии таковы, что сказать это с полной уверенностью нельзя о многих современных видах вооружений. Да, вроде бы, заряд обычный. Но это, пока, к примеру, американская РСЗО «Хеймас» вполне может служить и для запуска тактической ракеты с дальностью полета до 300 километров. И вполне себе ядерным зарядом. Ну, а в-третьих, вопрос тут даже не в его наличии или отсутствии, а в том, где и как планирует то или иное государство размещать и использовать собственный гиперзвуковой арсенал. Американцы совершенно не скрывают того, что как только он у них появится, соответствующие ракеты окажутся в самой непосредственной близости от границ наиболее вероятных военных противников США, нашей страны и Китая. Та же Бонни Дженкинс, кстати говоря, в своем посте это подтверждает ровно на 100%, говоря о необходимости укреплять американские позиции в Североатлантике и Южно-Тихоокеанском регионе. Сказано довольно расплывчато, но умному, как говорится, достаточно. Недаром же буквально на следующий день после прочувственного выступления Джона Кирби из Министерства иностранных дел России
прозвучал очень аргументированный и отрезвляющий ответ на него. А вернее сказать, на гиперзвуковые планы Пентагона. Не надо нас пугать. В отечественном МИД совершенно справедливо заметили, что любой факт появления на территории Европы американских пусковых установок для гиперзвуковых ракет, а первая из таковых — развертывание комплексов Long Range Hypersonic Weapon, LRHF, с гиперзвуковым до 5 махов, боевым блоком Sea-HAP, Common Hypersonic Glide Body, запланировано уже через 2 года, будет воспринято Москвой в качестве исключительно дестабилизирующего факта. В российском дипломатическом ведомстве весьма конкретно, что называется, на пальцах, объяснили причину столь резкой реакции. Крайне малое подлетное время этих ракет, способных наносить удар на дальность, превышающую 2,7 тысячи километров, может попросту не оставить нашей стране времени для раздумий, а потребует немедленного принятия решения относительно ответных мер, в том числе и касающихся центров принятия решений, а не только американских ПУ, с одной из которых выпорхнет ракета. Возможно, и в результате случайного запуска. Данная ситуация как-то совершенно не будет располагать к ведению переговоров и выяснению, преднамеренно ли ее выпустили в нашу сторону и оснащена ли она ядерным или обычным боезарядом. И, кстати говоря, если даже планирующий блок Sea-HAP не будет нести атомной боеголовки, то опасность для нашей системы обороны, не говоря уж о гражданских объектах, он все равно будет представлять немалую. Подобные боеприпасы не бьют по площадям, а должны с безжалостной точностью поражать ключевые узлы оборонительной структуры противника, лишая его возможности нанести ответный удар. Так что подобный пуск целиком и полностью подпадает под действие 17 статьи Отечественной доктрины ядерного сдерживания, в которой черным по белому написано о том, что Россия в исключительных случаях, которые угрожают самому ее существованию, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на внезапный удар обычными средствами. Считанные секунды, отделяющие пуск гиперзвуковой ракеты, или тем более ракет, от достижения ими целей, вряд ли позволят гадать, исключительны ли это случаи. Врежем от всей души, осознают ли это в Пентагоне, Белом доме, Госдепе? Судя по всему, нет. Там продолжают надеяться на то, что русские не посмеют, и при этом продолжают возлагать ответственность за возрастающую военную напряженность на нашу страну. В подготовленном американским военным ведомством докладе о состоянии ядерного баланса в мире в 2020 году именно так и утверждается, человечество стало гораздо ближе к атомной войне. Но винить за это следует, по мнению его авторов, исключительно Россия и Китай, которые наращивают свои ядерные арсеналы вместо их сокращения. Русские, как подчеркивается в документе, разрабатывают гиперзвуковые межконтинентальные ракеты, ракеты с ядерным двигателем и автономные торпеды с такой же двигательной установкой, а вдобавок, как и китайские товарищи, модернизируют собственные баллистические ракеты и подводные лодки. При этом умники из Пентагона на полном серьезе утверждают, что Соединенные Штаты сокращают количество собственного атомного оружия и, более того, снижают его роль в своей оборонной доктрине. Да что вы говорите? А разве это не ваше ведомство, на днях, заявило о начале разработки Long Range Stand-Off Weapon, LRSO, ядерной крылатой ракеты воздушного базирования, имеющей повышенную, от 3 до 5 тысяч километров, дальность полета? Взявшая на себя миссию по созданию этого супероружия, корпорация Raytheon Technologies обещает справиться с поставленной задачей уже к 2027 году. И оснащать этой супер-пупер ракетой, кстати, планирует прежде всего новейший стратегический бомбардировщик ВВС США Б-21 Рейда. Как-то все это не очень похоже на сокращение ядерного оружия и отказ от его использования, не правда ли, господа? При всем при этом Вашингтон, как мы видим, продолжает твердить о том, что разоружаться должны только Москва и Пекин. Судя по всему, именно такую линию намерены гнуть как его военное, так и внешнеполитическое ведомство, продолжая рассказывать смехотворные сказочки о неядерном, да, практически мирном гиперзвуке и собственных планах, направленных исключительно на сдерживание и достижение стратегической стабильности. Все эти лицемерные и пустые разговоры полностью перечеркиваются реальными планами США по развертыванию своих ударных вооружений, как ныне существующих, так и перспективных, в непосредственной близости от рубежей России и Китая. Очень интересно, как в Госдепе и Пентагоне отреагировали бы на появление наших гиперзвуковых ракет, неважно, атомных или нет, скажем, на Кубе. Или в Венесуэле?
Впрочем, при том векторе развития событий, что мы наблюдаем сегодня, вполне возможно, нам еще предстоит это выяснить. В процессе проходившей в Пентагоне пресс-конференции Джон Кирби на довольно, по правде говоря, глупо звучавший вопрос одного из журналистов, а зачем Россия разрабатывает ядерные гиперзвуковые ракеты, ответил: об этом нужно спросить у Путина. Что же, полноценным ответом на данный вопрос, прозвучавшим из уст Владимира Владимировича, можно считать его слова о способности нанести неотвратимый удар любому противнику, сказанные недавно, в момент празднования Дня военно-морского флота России. Такая формулировка вас устраивает, господа? Задумайтесь над ней, сделав особый упор на осмыслении слова «неотвратимый».